Всем доброе утро, доброе раннее утро. Перед вами сама Фортуна на троне. Я хочу сегодня подарить вам всем еще один замечательный ритуал, который вам пригодится. Это трон Фортуны Фелиции, то есть трон Фортуны Счастливой. Давайте зажжем благовоние. Понимаю, что многие сейчас спят, но что делать? Вы знаете, что я работаю 24 часа в сутки. Это при моей профессии нормальная вещь. Это и есть секрет успеха людей. Пока некоторые храпят во сне, придумывая новые пакости, такие, как я, работают. Представляете? Вырывается вперед. Хочу вам с близкого расстояния показать эту красавицу. Фортуна на троне. Вам не обязательно приобретать именно фортуну на троне. Это у меня фортуна мания. Ну и мне еще и дарят их, эти статуи. Вам, если у вас есть дома фортуна, можно поставить ее. Если нет, вы можете просто собрать то, что здесь есть, что видите, и провести этот ритуал. А здесь вы видите следующее. Вам нужно будет зеленая свеча и красная. Количество свечей здесь не ограничено. Сколько ваша фантазия позволяет, сколько вам нравится, столько и можете поставить. Лев у нее под ногами не случайно находится, потому что лев – один из священных животных или священных зверей фортуны. Гуси, лев – это ее, то есть посвященные ей животные. Иногда изображали ее, привет, Яна, изображали ее, мы с тобой братья по разуму, мы с тобой не спим по ночам и по утрам, и по дням. Жизнь у нас такая. Изображали иногда ее на льве или рядом со львом. Вот она, собственно говоря. Далее вам нужно будет положить на стол золотые изделия, серебряные изделия, натуральные камни, то есть натуральные украшения, никак не бижутерия, не стекло и так далее. Вам нужно поставить на стол бокал либо со сладким вином, либо с виноградным соком. Поскольку этот бокал вино не выдержит, нельзя, окисляется позолота, да, и серебро. Поэтому я налила туда сок виноградный. Далее, да, благовоние и зеленый алтарь. Желательно очень, чтобы был зеленый цвет. Но в крайнем случае пойдет красный. Красный, золотистый. Но в этом ритуале постарайтесь, чтобы зеленых было больше. Потому что зеленый цвет, цвет процветания, цвет фортуны. Я так смотрю, у нас тут одни гоголи собрались. Пишут всю ночь. Чё пишете-то? Да, первый раз зеленый. Обычно я, когда мне некогда, я просто говорю вам, да, что вот у меня черная ткань, но вы поставьте зеленый или такой, потому что, сами понимаете, у меня нет столько времени, чтобы всю эту красоту вот так ставить. А у вас, я думаю, что будет время. Итак, можно поставить горшок или сундучок с мелочью, как знак благополучия. Одним словом, создайте ощущение богатства. Когда вызывают богатство на пластмассовых этих утварях, да, на грязном полу с одной скрюченной свечой, мне кажется, что я даже не знаю, как это назвать вообще, такой ритуал.
Ну, вызывать богатство в нищем состоянии не получится. Для богов, для сил нужно стараться, если вы хотите, чтобы они вас слушали. Вот еще одна сильная статуя фортуны. То есть я могу перечислить по пальцам, которые из них сильные. Во-первых, первая фортуна, она очень сильная статуя. Вот эта сильная, вот эта огромная фортуна, и она сильная фортуна. То есть я чувствую, от какой статуи идет определенная энергия, понимаете, не от всех статуй. Вот та красавица, которая стоит, она красивая, просто красивая, сверкающая фортуна. Но я бы не сказала, что от нее идет сила. Если ставить ее с другими фортунами, да, там еще есть крылатая фортуна наверху. Но и она тоже, я бы не сказала, что сильная. Есть на алтаре богов маленькая фортуна. Тоже не сказала бы, что она очень сильная. А вот эта фортуна, она сильная. То есть здесь в моем доме 3 фортуны, которые очень сильные. Ну, плюс Сайда Мазерон, который мне подарил Сурен. Ну, вот она стоит там из слоновой кости. Но она, скажем так, она больше восточная сила. Она фортуна, но она более восточного происхождения. У нее энергетика с ними расхожая, поэтому сказать, что сильная она фортуна или нет, как Саида Мазерон, она сильная, но как фортуна нет. Но как Мазерон, дарующая, скажем, восточную, да, силу, она сильная. Вот еще красивая, видите, фортуна бронзовая, которую Яна мне подарила. Еще фортуна, вот эта красота. Это тоже бронза, но сверху он такой черным цветом, в общем, накрашен. Такая чернота, даже непонятно какой металл. Ну, такой крепкий металл, скажем так. У меня фортун много. Они мне все дороги, они все нужны. Вообще я между богами не ставлю никакой разницы. Я считаю, что они все достойны уважения. Каждая по-своему в свое время мне помогала. Но в любом случае, знаете, чугун, да, по-моему, чугун, Ян. В любом случае хочу вам сказать, что, то есть, как бы там ни было, все равно находятся любимчики, да, даже среди своих статуй, среди сил, к которым ты чаще всего обращаешься и чью силу ты не раз ощущала. Фортун много не бывает, однозначно, это 100%. И фарта много не бывает, и денег тоже много не бывает. Я еще не помню такого человека, который бы сказал, у меня столько денег, как я устала от них, прям не хочу видеть. Я таких людей не знаю. Поэтому деньги нужны, важны, мы их любим, они нас любят, и это хорошо. Вот показываю вам эту красоту. Это индийский топаз, очень чистый. Еще его называют, сейчас скажу, топаз Гоа. Вот название. Неправда, Яна. Никакой бедность не вызывает. Сейчас я с радостью иногда фиксирую факт, что мои зрители, они красивее меня иногда алтари показывают. Это правда. И это приятно, когда ученики приходят учителя, значит, учитель не зря старался. Согласны? Нужно, чтобы ученик... Вот смотрите, какой он. Он настолько прозрачный, вообще прозрачный. Через него можно увидеть льва даже. Вот такая вот прозрачная красота. И огранка интересная, хорошая. Она вроде незаметна, но ее огранка, она так необычно сделана, что вот топаз играет просто вовсю. Вот. Да, мой любимый камень. Кстати, топаз, он не всем подходит, и не все его любят. Для того, чтобы дорасти до того, чтобы носить топаз, нужно определенный опыт жизненный. Если у тебя нету такой жизненный опыт, топаз тебе не подойдет, особенно крупный топаз. Не будет смотреться на твоем фоне. Вот это тоже топаз. Правда, он в золоте, но топаз. Я всегда думала раньше, что золото будет поглощать топаз и как бы мешать сверкать, что вот или белое золото, или
серебро подчеркивает топаз. Но оказалось, что с золотом тоже очень то есть неплохо смотрится топаз. Главное, чтобы огранку сделали мастерски. А его так и называли раньше в старину голубой бриллиант. Пока не нашли настоящий голубой бриллиант и перестали так называть. Кварц. Я вообще люблю кристаллы, потому что в кристаллах окаменелые духи, потому что кристалл это соединение атмосферы солнечного света. Нет, еще не провела, не переживайте. Вот. Это у нас аметист. Тоже он чистый такой. Да, нажимай на паузу. Так, это у нас что было-то? Я уже. Все, поняла. Зеленый аметист. Потому что они редкие, вот эти зеленые аметисты, я же забываю. Это кольцо, по-моему, да, обсуждали всем скопом. Ой, боже мой. Название кольцо не так называется. Она соврала. Это ж позор. Потому что тупорылые. Тупорылые, потому что историю не знает. Потому что Сиси, еще раз говорю, императрица Австрии. Тупорылые, понимаете? Необразованный просто скотный двор. И вот раз я сказала императрица, а не Сиси, все, обман. Обман раскрылся. Так вот, в честь нее, поскольку этот выпуск камней, то есть как бы колец приходил на ее день рождения, императрица Австрии, посвятили ей, назвали Сиси или императрицей. Вот поэтому я сказала, как есть, императрица и называется. Не видите, корона, австрийская корона, она вот такого типа, конусообразная, понимаете? Да, и Сиси, и что-то другое. Вот. Поэтому, да, ладно. Красиво. Показываю еще раз, чтобы вы полюбовались. Кто не обзавидовался, у тех тоже будет свое. Запомнить. Ну, не знают они Сиси, да, не знают Натальи, поэтому идиоты. Идиоты вы пробили, посмотрели, кто такая была Сиси, почему в честь нее выпустили императрица Австрии. Ну, как еще сказать? Ой, как можно было кольцо Сиси назвать императрицей? Твою мать, потому что Сиси была императрицей. Помните эту с длинными волосами красавицу? Хочу вам сказать, что очень мало снимков ее старости, последних лет жизни. Она все время скрывала лицо веером. Знаете, наверное, женщина, которая слишком сосредоточена на своей красоте, а все ее современники писали, что она иногда рассматривала с любовью свои пальчики и так далее. То есть женщины, которые поглощены просто своей красотой, для них потеря этой красоты, ну, трагедия. И она уже считала, что ее не должны фотографировать. Она закрывала веером себя все время. И ее фотографий очень-очень мало вообще ее последних лет жизни. Она ушла-то не старой, скажем, особо. Под 50 ей было сколько. Ее убили, спицей ткнули в сердце. И хочу вам сказать, что она не сыграла такой особой роли. Просто режиссеры, просто писатели романтизировали ее образ. И после этого появилось ощущение, что вот она играла особую роль в истории Австрии. На самом деле она особой роли там не играла ни в политике, ни в чем. Ну вот так вот создали такой образ, чтобы было интересно. И когда ее еще и убили, то тем более вот убийство на почве, значит, политики и так далее, ее прямо возвели на пьедестал. Да, он влюбился в Сиси. Причем она была обручена, но она вышла за него замуж. И вот ее роль играли самые красивые революционеры убили, Настя. Вот ее роль сыграли самые красивые актрисы Голливуда или того времени, Австрии. Например, первая красавица Роми Шнайдер, которая была еще такая кругленькая булочка с длинными волосами, она сыграла роль императрицы Сиси. Вот, и так далее. А вот ее последние фотографии, которые видите,
Там она очень страшная, она жутко. Не просто потеряла красоту, но бывает такое, знаете, хотя бы следы внешности остаются, абсолютно потерявшие красоту. Ужасающие, там мешки под глазами. Можно подумать, что эта женщина пила, я не знаю, день и ночь, вот до такой степени. Да, можно набрать, например, там императрица Сиси последние годы. Жутко потеряла, и она как бы была в депрессии. Она не выходила к народу, она не показывалась нигде. Если где-то показывалась, то с огромным широким веером. Ее особо никто не видел. Поэтому говорю, что не нужно женщине так привязываться к своей красоте, и кроме красоты больше ни о чем не думать. Да? Она должна еще развиваться интеллектуально, она должна создать свое имя. Ну, например, Софи Лорен. Я бы не сказала, что она красавица. У нее хищные черты лица, она жутко красилась. Она не была красавица, без макияжа она жуткая женщина. Но у нее имя есть. Понимаете, Софи Лорен это уже чего-то стоит, одно слово. Даже Бриджит Бардо, у которой была только красота, любовники и больше ничего. И она осталась ни с чем, потому что она полностью была поглощена своей красотой. Когда эта красота ушла, она оказалась нужна только одному старому фермеру, за которого, собственно, и вышла замуж. Она полностью потеряла свою красоту. Да, но она имя себе создала, Лорен, понимаешь? Она создала себе имя. А Бриджит, она хоть и была красивой актрисой, но в основном она не была талантливой. Ее брали на роль просто ради ее красоты. Ради этой сочности, ради того, что у нее круглые такие формочки и так далее. Но это все закончилось, и все, она осталась, собственно говоря, висеть в воздухе. Поэтому, дорогие женщины, красота это хорошо, но красота дается нам, к сожалению, временно. Как мы ее поддержим, насколько хватит этой красоты, так мы и будем жить. Не скажу, что красота не важна. Красота, естественно, важна, это часть нашей жизни, но не стоит только с красотой связывать все свое будущее. Надо еще мозги развивать. Вот. Итак, господа, этот ритуал могут провести. Да. Конечно, обеспечить свою, ну, не хочется говорить, зрелость, скажем так. Обеспечить свою зрелость. Изначально создать себе имя, потом это имя будет работать на тебя. Иначе, знаете, как многие надеются на свою красоту, начинают туда-сюда вертеть хвостом. В итоге оказывается ни с чем. Я помню, что первая красавица Бразилии, по-моему, я сейчас не помню точно, она отказалась от всех контрактов, резко вернулась домой и начала, значит, заниматься бизнесом. Когда у нее спросили, ой, как же вы, у вас такое великое будущее в модельном бизнесе, она говорит, вы знаете, что я вам скажу, мне дают большие деньги, но эти деньги тратятся, я не нахожусь дома, я не могу никакое дело какое-то начать. Время идет, годы уходят, получается, что моя красота уходит, деньги эти тоже уходят, да, и я в итоге через лет 10-15 останусь абсолютно ни с чем. Поэтому я подумала, решила, что раз уж собралась такая внушительная сумма, мне надо вернуться домой и открыть свое дело. И сейчас она одна из богатых женщин Бразилии. Вот. Да, не все красивые женщины тупорылые, как тапочки. Что мужчина думает, что красивая женщина обязательно должна быть тупая. Им так хочется, чтобы была красивая, но без мозгов. Вот. Так легче, понимаете? Опускаться до уровня дурочки легче, чем подняться до уровня интеллектуальной женщины. Итак. Трон. Почему трон? Потому что трон – это символ власти. Да. Сверкают они на фоне дурочек, они сверкают, короли просто. Так вот, трон – это символ власти, символ величия, вершины. Трон фортуны – это означает поклонение ей, то есть всецело вручение своей судьбы ей в руки.
Все эти ритуалы, которые созданы, они созданы на основе древних традиций. Поэтому они работают. Поэтому они очень быстро работают, очень хорошо работают. И если чаще делать эти ритуалы, получите результат намного лучше. Не ленитесь. Иногда время от времени проводите и такие ритуалы. Не только те, чтобы поставить кофе фортуне, прочитать. Это хорошо, это будет получаться. Но если время от времени вы будете усиливать свою денежную силу, то у вас намного сильнее будут получаться работы, понимаете? И дела, и все остальное. То есть иногда показывайте ей свое почтение, что ли. Распускайте волосы, потому что волосы есть связь наша с миром потусторонним. И через волосы, собственно говоря, эти волны приходят к нам. Вот волосы – наша связь. Почему в древние времена не стригли волосы? Потому что считалось, что это оберег, это связь. Не лениться, да. Читать нужно 3 раза желательно. Но если есть желание, можно читать до 7, до 12 и так далее. Но 3 раза обязательно это нужно читать. О благословенная Фортуна Фелиция, ты властвуешь, сидя на золотом троне. Склоняю я голову перед силой твоей и прошу дать мне удачу, озолотить дорогу моей жизни, исправить реку, направить золотую реку ко мне, осыпать алмазами меня и мою судьбу. Пусть реки стекаются в моря, караваны идут на восток, а богатство ко мне направляется. О всемогущая лучезарная Фортуна Фелиция, ты даруешь милосердной рукой. Кто был никем, тот станет всем. Из праха восстанет, венцом мира станет. Будет удачлив, будет богат и счастлив во 100 крат. Солнце к востоку, а слова мои до трона Фортуны Фелиции дойдут. И услышатся, и исполнятся. Я прошу дать мне удачу, озолотить дорогу жизни, направить реку золотую ко мне, осыпать алмазами меня и мою судьбу. Пусть реки стекаются в моря, караваны идут на восток, а богатство ко мне направляется. Немного плохо вижу, в глазах двоится, поэтому извиняйте. Мир щедр и богат. Богатство в морях, богатство в рудниках, богатство во дворцах, в палатах и замках. Всю силу богатства направь ко мне, о великая сила вселенской судьбы, Фортуна Фелиция. Быть мне одной из любимиц твоих, получить все легко, все просто, без усилий, через твое слово, через твою силу, через твой приказ. Я прошу дать мне удачу, озолотить дорогу жизни, направить реку золотую ко мне, осыпать алмазами меня и мою судьбу. Пусть реки стекаются в моря, караваны идут на восток, а богатство ко мне направляется. О сила богатства, не я говорю, а богиня на троне Фортуна Фелиция дает вам приказ направиться ко мне, в мою жизнь, в мою судьбу, в мое пространство и венчать меня на богатство, богатое царство. Славься, Фортуна, и трон твой, благословенный, да прославится в веках. Сила магии, воля магии в моих словах сбылось. Еще раз читаем, называю припев. Я прошу дать мне удачу, озолотить дорогу жизни моей, направить реку золотую ко мне, осыпать алмазами меня и мою судьбу. Пусть реки стекаются в моря, караваны идут на восток, а богатство ко мне направляется. Да будет
так, как я хочу, как я сказала, по указу и приказу Фортуны Фелиции. Сбылось истинно. Я прочитала один раз, вы прочитаете 3 раза. Как некоторые кукушки, которые свистнули мое слово, говорят. Я уже боюсь свои слова повторять, потому что столько у меня украли моих выражений, что я уже переживаю, не скажут ли, она вот у кого взяла эти слова и произносит. Нет, господа, это мои слова всегда были. Я читаю один раз, потому что у меня времени нет, а вы прочитайте столько раз. Но я ж не могу всех воров сдернуть на веревке. Жаль, что мы не в средние века живем, иначе половина Ютуба ходили бы без рук. Но, увы, растут у них руки, только мозги не растут, и деньги тоже. Зязюля, боже мой. Да-да-да. Угу. Я бы сказала, как на украинском маньяк называется, но не буду. Вдруг сюда дети зашли, посмотрели. Да, если я буду молчать, они тоже будут, это однозначно. Мне жаль таких людей, у них нет своей личности. Они всю жизнь, как попрошайки, суют свой нос туда-сюда, чтобы у кого-нибудь что-нибудь свистнуть. Не только так, еще по-другому тоже называется, Юля. Ну, ладно. Да. Вот так и называется. Не к столу будет сказано. Как сказал, по-моему, Роман Карц, я куда-то шел, и женщина-уборщица кричит мне вслед: молодой человек, молодой человек. Я, говорит, оборачиваюсь, он говорит, она там орет, мол, вы меня не слышите, однако. Что ж вы таки меня не слышите? Я же говорю вам, молодой человек. А вторая, говорит, добавила: Зин. И правильно он не оборачивается. Какой же он молодой? Смотри, сколько ему осталось-то, пару лет жить. Одесса мама. Так что это нормально. Так, дорогие друзья, я сейчас соберу, потому что мне еще нужно будет вам показать. Ага, следующий ритуал. Поэтому я сейчас это все уберу, приберусь. И перейдем к следующему ритуалу. Господа хорошие. Яна записывает всегда, так что обязательно будет. Здравствуйте. Обязательно будет в ближайшее время ритуал, я даже не сомневаюсь. Немного терпения. Если что не ясно, спросите. Еще раз показываю алтарь. Можете полюбоваться красотой. Как вам Фортуна Фелиция? По мне так красавица. Я почему говорю, что нужно творчески подходить к своим работам, то есть показывать любовь, уважение к силам. Только тогда они тебя услышат и помогут, поверьте мне. Если так абы как готовиться, абы что поставить, не надейтесь, что у вас когда-нибудь что-нибудь наладится с богами, силами и так далее. Это я к тем обращаюсь, которые приходят и у меня каждый раз спрашивают: а обязательно нужно вот это вот купить там вино? А что, обязательно мелочь надо поставить? А нельзя без ткани вот это самое? А без свечей нельзя? А можно без благовоний? Я думаю, без этого, без того, без чего, без ничего. Тогда просто встань посреди комнаты и кричи, как там одна дура учила, да? Свечку покатайте там в какой-нибудь траве и скажите: деньги, деньги, идите ко мне от бедра. И вот они побегут. Так и сделайте, там ничего покупать не надо, там просто надо быть полной дурой, и все хорошо. Понимаете, дорогие друзья, невозможно
не отдав ничего силам, взамен ждать, что они вам помогут. Ничего страшного, Настя, вино это не принципиально, любое можно. Вообще грузинские вина, если они настоящие, конечно, кинзмараули, хванчкара, вот тамара вино, они самые такие, более-менее хорошие среди всех вин. У грузин вино отличное, это признано давно на Кавказе, поэтому... Но нужно именно кахети, например, нужно найти, скажем так, это вино, понимаете? Силы требуют уважения. Если вы к ним проявляете уважение, они вам дарят, они вас одаривают. Если вы на них экономите, еще раз говорю, если ваши родители придут к вам домой раз в году в гости, вы на столе что, полиэтиленовый пакет постелите или как? Или вы их там спать уложите в ванной или в туалете? Наверное, самое лучшее им отдадите, правда? Потому что они вам дороги, потому что они вам дали жизнь. Ну, по крайней мере, так должно быть. Вот. А что? Ну, общине-то это тебе надо домашнее вино тогда у них просить. Доброе утро. Вот, еще раз покажу, каким образом делается алтарь. Все спрашивают, а где купить алтарь? Объясняю еще раз. Алтарь – это место концентрации силы. Это стол, на котором вы положили красивые там ткани и так далее, и провели ритуал. Это есть алтарь. У меня стол круглый. Я приобрела такой стол, искала, все-таки приобрела. Он железный. Потому что другого я не смогла найти. Пришлось приобрести железный стол, но он круглый. Почему круглый стол должен быть? Желательно круглый стол. Особенно для проведения ритуалов и так далее. Дорогие друзья, круг денежный, не просто так сказано, чтобы люди по кругу шли. Вот так шли ко мне, снова шли. Одни ушли, другие пришли. Деньги ушли, обратно вернулись. По кругу. Круг, он не просто так существует в магии. Например, защитный круг, денежный круг, да, там энергетический круг. Круг – это определенная площадь силы, там, где концентрируется энергия. Вот здесь концентрация энергии полностью. Потому что я здесь уже много лет провожу это все. Желательно, когда у вас стол круглый, приобретайте хоть маленький круглый столик, на нем просто пейте кофе, если хотите там какие-нибудь ритуалы проводите, и вы в скором времени увидите, сколько будет перемен. Даже маленький такой алтарь можно приобрести, маленький алтарь какой-нибудь заказать, даже заказать просто алтарь у мастера, маленький круглый алтарь. Если у кого-то ритуал не работает, я уже 500 раз говорила и миллион раз, сегодня повторю миллион первый раз. Люди, у которых есть серьезные проблемы, проклятия и блоки, у них могут не работать. Это 10% из тех людей, которые видят и делают. Вот 10% у них может не работать. Но почему не работает, я уже объясняла. Каждому персонально объяснять не хочу. Если люди хотят, они могут поискать и найти. Когда люди не хотят искать, найти какой-нибудь цвет ткани, когда люди не хотят искать ролик, посмотреть, как там что, когда люди не хотят искать, находить, например, заговор под роликом и так далее, знаете, что я хочу вам сказать? Вот, это хорошо, Ян. Так эту комнату для нее и держи. Это говорит о том, что люди, как бы вам сказать, не хотят проходить никакие препятствия к своей мечте, а боги это видят, насколько ты готовишься, насколько ты хочешь им понравиться, насколько ты желаешь, чтобы было как положено. Они это видят, поверьте мне, они прекрасно это понимают. Когда мне одна женщина как-то написала, а скажите, пожалуйста, а можно демонам фальшивые деньги отдать, вот эти игрушечные? Я говорю, очень интересно. Вы думаете, что демоны идиоты, по-вашему? Демонам по несколько сотен тысяч лет твой прадед еще не появился на свет, а они уже знают весь твой род и тебя, и всю подноготную. И ты хочешь их обмануть.
То есть, а можно фальшивые деньги? Они думают, что откуп это всего лишь, ну, как бы символический, вот надо показать, якобы ты деньги оставляешь. А что ты там оставляешь, неважно. Ну, идиотизм. Деньги обладают энергией. Деньгами ты что-то можешь купить. То есть ты можешь там оставлять им, я не знаю, 300-400 рублей, да, или там мелочь оставлять. Ведь жертвовать-то не нужно особо, не 5000 долларов ты оставляешь там, правда? Может быть, я не знаю, 50 рублей оставляешь, 120 рублей, не знаю, мелочью оставляешь, предположим. Это всего лишь мелочи. Но ты и это тоже хочешь не оставлять, чтобы, ну, фальшивые такие есть по 1000 рублей, там можно оставить. Понимаешь, деньги это то, чем ты мог, например, что-то купить. Например, хлеб мог купить, но не купил, пожертвовал, отдал демонам, благодарность, да, или духам. И вот это они ценят. Им не твои деньги нужны, им нужна твоя как бы решимость. Я людям всегда говорю, когда они приходят, обращаются ко мне, я им говорю, вот то, что вы потратите на магию, то, что вы потратите на эти ритуалы, то есть оплатите мой труд, вам очень быстро вернется. Вот пускай все скажут, ту сумму, которую они отдали за мой труд, им буквально за месяц самое большее возвращается. Очень быстро возвращается, дорогие друзья. Знаете почему? Потому что духом не деньги ваши важны, что вы деньги дадите или нет. Духом важны, насколько вы готовы, ваша готовность. Они хотят увидеть, насколько вы готовы к этому. Понимаете? Вот. Так. Смотрю. Да, красивый алтарь, я согласна с вами. И просто можно откупаться. И просто можно делать. Чем больше вы будете уделять, не ждите вот как солдаты, знаете, специального дня и времени, когда вы скажете спасибо силам. Вы же не ждете праздника, чтобы своего ребенка поцеловать или любить, или говорить нежные слова. Вот точно так же отношение к деньгам. Ой, извиняюсь, к силам. Не ждите того дня, пока сделаете ритуал, чтобы там пойти откупиться. Вы можете просто так это делать. И это обязательно вернется. Все богатые люди не просто так открывают огромные фонды благотворительные. Они знают, что это энергия благодарности. Энергия благодарности обязательно вернется. Вызов фантома можно применить только практикам и только тем практикам, которые уверены в своей силе. Учтите это. Поэтому не всем подряд можно это трогать, особенно фантом человека. Не то, что вы можете навредить, вы можете вызвать совершенно иную силу. Да можно просто оставить деньги. Можете просто знать, у вас у соседей, кто тяжело, трудно живет, продукты купить им отдать. Если не хотите их обидеть, в почтовый ящик в письме кинуть и написать, что вы хотите просто сделать доброе дело, чтобы они не подумали, что кто-то ошибся и кинул им деньги. Написать, что это им предназначено, что вы хотите им просто сделать подарок, их детям и так далее. Поверьте мне, этим людям это пригодится, не лишнее будет, тем более, если у них много детей, и они в нужде. Хотя я не думаю, что вообще нужно рожать, когда ты в нужде, честно говоря. Не думаю просто. Это лично мое мнение. Если ты рожаешь ребенка, ты должна этому ребенку обеспечить всем. Если ты этого не можешь сделать, значит, тебе нехер рожать. Как одна дура сказала, вот вы всем говорите там не рожать, а кому рожать? Вы знаете, что многие прям рожать не хотят? Ну, кто-то же должен рожать. Вы знаете, не обязательно, чтобы какие-нибудь ханыки рожали. Понимаете? Пускай рожают нормальные женщины. Нормальным женщинам никто не помогает.
Никто. И даже близко не хотят помогать и не считают нужным. Если бы нормальной женщине помогали, она бы, может, родила двоих, троих. Но поскольку алкашкам помогают, поэтому они и рожают. Потому что ребенок для них это средство для существования и для питья. Сколько раз показывают некоторые алкашки, просто у них доход больше, чем, например, у той учительницы, которая каждый день идет на работу, выслушивает директора, зауча. У нее зарплата от силы 20-25, и то так, с надбавками. А у этой алкашки просто валяется дома, 7 детей, кто как может кормится, и к концу недели у нее оттуда собирается 80 тысяч. Ничего не делает человек в селе, живет как министр. Почему бы не рожать? Правда ведь? Ну, кому нужнее ее больные дети, которые завтра пойдут на панель и в тюрьмы? Никому. Ну, как говорит, померли, ничего страшного, я еще нарожаю. Вот это очень страшно, конечно, вот такое отношение. Надо как в Китае стерилизовать и все. Предлагали, кстати, что если женщина проворонила двоих детей, там, если у нее там умерли, или она не смогла двоих воспитать, например, друг за другом, да, в детдом забрали, ее надо принудительно стерилизовывать. Ой, что вы говорите? Это же не по-христиански, твою мать. А по-христиански, когда они ходят и просят есть, руки тянут. Это так по-христиански вообще. Когда ты жрешь, сидишь в кафе, да, а ребенок голодными глазами оттуда на тебя смотрит. Это вообще прям по-христиански. Это вот ненавижу я этих религиозных лицемеров, терпеть не могу просто. Именно по этим вот для этого. Они ничего не сделают. Эти дети в теплотрассах сидят, живут. Ну, это не по-христиански. Что вы, что вы? Ну, как можно алкашек стерилизовать? Пускай рожают по 50 штук на нашу голову. А мы будем работать, как ишаки, и кормить эту ораву, которая завтра выйдет и будет нас резать на улицах. Весело. Это все очень по-христиански просто. Ну, просто вот омерзительно. Я говорю, я не люблю лицемерных религиозных фанатиков, которые как начнут вот это гнуть свою линию. Ой, нельзя аборты делать, это ж убийство. Твою мать. Да, я считаю, что убийство родить и не кормить. Чтобы этот ребенок побирался, ходил, а потом где-нибудь его то придавили, то еще не доглядели, то не доедал, умер. Вот это убийство. Да, грустно, но правда. Ну как же, мы же всем обязаны. Скоро, знаешь как, Настя, скоро работающего народа, вот именно вот людей осознанных останется намного меньше, и на их плечи навалится это вот весь этот сброд, все это быдло содержать. Понимаешь? Просто. А что далеко ходить? Вот тебе пример говногруппы. Кто там собран? Одно быдло. Алкашки, алкаши какие-то. Один субботин чего стоит со своей рожей. Вот представь, сколько их. Много. Ну, человек 40 наберется все вместе. Никто не работает, никто ни к чему не стремится, никто ничего не делает. Живут за счет наших налогов. У всех пособий по безработице, у всех не знаю что. Ну вот и все. Вот тебе пример. Не ходить далеко. Понимаете? То есть несколько нормальных людей тянут вот эту всю ораву быдла. Алкашей и всяких тунеядцев, которым нечем не заниматься, ничего. Кто там работает? Шнабак, что ли, работает? Или кто? Сидят только в этих... В кредитах все прям по уши. Ну, ты их рожу видела, так что нечем говорить. Ну, знаете, я считаю, что если человек рожает и не может обеспечить, она хуже алкашки. Это тоже надо учесть. Конечно, безмозглые. А как еще? Все, я вам показываю последний раз эту красоту. Дорогие друзья, пойду, мне нужно будет еще кое-что провести. И, собственно, уже показываю время московское. Все увидели? 6:30.
Ну, это я к тому, как мне легко и просто приходит слава, признание, все, что у меня есть. Это так легко мне дается, пока алкаши храпят и думают во сне какую-нибудь подлянку завтра еще что-нибудь, какую-нибудь хрень снять, выставить. Я сижу, работаю. Понимаете? Поэтому они и есть быдло и алкаши. А я, в отличие от них, совершенно иной жизнью живу, стремлюсь и надеюсь, что у меня еще много чего хорошего впереди будет. Моими трудами, уважаемый народ. Больше никак. Тут ходят всякие, ну достали. Говоришь, говоришь, и вдруг там какой-нибудь шаги рядом. Сегодня утром проснулась от шагов. Легла там минут 15 отдохнуть и чувствую шаги. Я сначала начала говорить: Пуся, иди себе в будку, не мешай. Потом думаю, ну Пуся это не может так вот такими шагами Ивана Сусанина идти. Проснулась от этих шагов. Достали они меня. Тут ходят всякие. Да. Все, господа товарищи. Вот вам еще. Лариса, а кому нужен человек, который ничем не занимается? Вот, наверное, многим из вас известен такой великий дудукист Дживан Гаспарян. Вот его игра на дудуке, вот все эти вот мелодии дудук, которые вас завораживают, это в основном его стиль. Он был сиротой. Он говорит, я бродил, мне все время нравилась вот мастерская одного человека, который делал дудук. И я, говорит, был сиротой, у меня не было денег, я хотел дудук купить и научиться играть. И, улучшив момент, я свистнул дудук, убежал и пошел ходить по горам, чтобы люди не слышали подальше от нашего села, начал играть на дудуке. Я учился 3 месяца, а потом совесть меня замучила, я вернулся и говорю, мастер, вы меня простите, пожалуйста, я у вас дудук украл, заберите обратно. Он, говорит, на меня так строго посмотрел и говорит, ну, раз ты украл, значит, ты играл на нем? Я отвечаю, да, играл, я учился играть, поэтому и украл. Он говорит, ну-ка садись, сыграй мне. И говорит, я когда сыграл, он заплакал, забирает у меня дудук и говорит, дай мне этот дудук. И отдает мне другой и говорит, это дудук моего отца, я тебе вручаю, пусть он приносит тебе удачу. И вот он стал всемирно известным человеком. Человек, который был сиротой, с порванными штанами, ничего у него не было, понимаете? И он говорит, кому нужен человек без дела? Человек, у которого нет цели, нет дела, нет работы. Кому он нужен в этом мире? Он никто в этом мире, ему незачем жить. Понимаете, вот он прям так и сказал, кому нужен человек без дела? Без мечты, без стремления. Никому он не нужен в этом мире. Есть еще один советского еще времени современник Кобзона Рубен Матевосян. Может, кто-нибудь слышал? Если что, можете набрать. У него очень такой голос отличный. И он тоже был сиротой. У него никого не было. У него была больная мать, которая рано умерла. Он зарабатывал тем, что пел в вагонах. Он пел песни в вагонах, ему давали деньги. И один раз он попадает, значит, случайно, спасибо, случайно попадает в тот момент, когда один из известных теноров театра в Ереване, значит, проезжает на концерт свой и увидел этого мальчика, поющего. Он его подозвал и сказал, вот в это время придешь ко мне. Он говорит, я со страхом и трепетом пошел туда, и тот его научил правильно ставить свой голос и так далее. И сейчас он один из известных богатых людей Армении, вообще по мировому турне ездил, раньше возили отовсюду, везде. Все они, дорогие люди, они все были нищие, они все были оборванные, ободранные сироты.
голодный. Когда я говорю нищеброд, некоторые обижаются. Ой, вы намекаете на то, что там у кого-то деньги. Я не на деньги намекаю, я намекаю на нищебродность души. Нищебродность, когда человек не стремится ни к чему, понимаете? Когда он бьет себя в грудь и говорит, я нищая и этим горжусь. А я вот не горжусь нищетой, не хочу гордиться нищетой. Человек только тогда меняет свою жизнь, когда он не удовлетворяется тем, что у него есть, когда он хочет большего, понимаете? Да, ну суть, Яна, понимаешь, как каждый человек выбирает тот объект, то есть, глядя на меня, эти люди э, хотели бы быть как я, но понимая, что они этим никогда не будут, они хотят опустить меня на свой уровень. То есть, ну, не, ну, как у лисы там, как положено. Лиса что сказала? Не такой уж там вкусный был виноград, между прочим, и не спелый. Вот все известные мировые личности на Земле, они все были из трудных, скажем так, жизненных ситуаций пришедшие, полуголодные и так далее. Я еще не знаю ни одного сына богача, но очень мало, которые там, например, добились больших успехов. У них все было, они были счастливы. Они как-то и не, особо не шевелились, и им это было не надо. Ну, все есть, зачем стараться, что делать? Им все было скучно. Все им давали в руки готовенькое, понимаете? Они для этого не старались. Мне вспомнились слова Собчак, после этого я очень долго смеялась, когда она сказала, да, мои родители были влиятельные люди, но я всего добилась своим трудом и своим умом. Вот это у меня вызвало просто истеричный смех, потому что Собчак в то время, его фамилия просто уже звучала как не знаю что, тем более Собчак, который был другом Путина, и Путин же был крестным отцом Собчак, вот этой вот лошадки. И ради справедливости, надо сказать, он ей очень во многом помог и продвинул. Но она, видимо, просто свинья неблагодарная. Ну, бывают такие свиньи. Сожрут, потом нагадят туда же, в корыто. Вот. И потом я вспомнила случай, когда Никита Михалков рассказывает, что нас Собчак пригласил к себе, в общем, меня как режиссера, там нас, вот нашу делегацию, мы приходим, и заходит Ксения, 11 лет, девочка. Она, кстати, не их дочь, между прочим. Все говорят, вот, не похожа на Собчака, а она не их дочь, она удочеренная, она не ее и не его. Если старшую дочь увидите от первого брака Собчака, она вылитый отец, это удочеренная, это не своя. Ну, Нарусова сама сказала, что ей не хотелось бы говорить, но это не их дочь. Ну и видно просто, видно позорница какая-то. И Михалков говорит, мы сидим, и заходит Ксения, значит, села, говорит, что-то пробормотала, встала и быстро ушла. И Нарусова мне шепчет на ухо, вы знаете, почему она обиделась? Я, говорит, спрашиваю, почему? Потому что, когда она зашла, никто из мужчин не встал и не предложил ей стул. Вот представьте, и она после этого говорит, что я всего сама добилась. Господи, ну кому ты рассказываешь, сама добилась? Мгм. Так что очень легко добиваться, когда у тебя папаня Собчак, да, и очень трудно добиваться, когда ты сама проходишь все эти трудности жизни и закаляешься, и узнаешь жизнь, и узнаешь разные стороны жизни, не самую приятную сторону жизни. Лично я всегда думала, что вот мои друзья, когда я всего добьюсь, когда я поднимусь, я почему-то думала, что все будут вот радоваться, те люди, которые мне все время говорили, иди вперед, все нормально, ты сможешь. Вот я когда смогла, я вот первые книги, когда издала и начала отправлять своим друзьям, я ждала оттуда хотя бы восхищения, хотя бы слова вот, ой, как интересно, вообще хорошие книги. Ну, что-нибудь такое, знаете, я не услышала ничего. И когда я спросила, а получили книги, мне оттуда, знаете, так с таким безразличным, да, что-то там приходила какая-то посылка. А, это твои книги были. А, да, да, мы получили, точно.
Я обомлела. Я думаю, как так можно говорить вообще, как так возможно отвечать? Там что-то приходило, вроде книги были. А, вроде твои. Мгм. Да-да, получили. А потом я поняла, я не понимала, мы же всех судим по себе. Я думаю, какое-то показное безразличие какое-то к этому всему абсолютно. Я, например, получив книги своего друга, я бы, например, наверное, сказала бы, вообще отличный, как хорошо, что ты смогла издать. Ну, супер, вот слов нету, я за тебя рада. А здесь просто как-то вот, мол, а что там особенного-то? Всего-то книги. А, книги. Ага, да, мы, кажется, что-то там получали. Да, получили, точно. И потом раз, два, три, и я поняла, эх вы, никто не будет радоваться тому, что ты преодолела все и все-таки не сломалась. Никто. К большому сожалению. Мой вам совет, дорогие друзья, делайте, знаете, для каких людей? Для тех людей, которые для вас делают. Вот для тех людей, которым дорого ваше имя, которым дорого ваше дело, которые хотят вам сотрудничают с вами, да, вы для этих людей сделаете, потому что они это заслуживают. Они для вас делают, а вы для них. Дружба должна быть взаимной. Давайте признаемся, что у многих на самом деле дружба односторонняя. Мы делаем, считая своим долгом помогать другу, но сами обратно ничего не получаем. И от этого нам больно, плохо. Мы говорим, как мы говорим обычно, ну я же не ради подарков делаю, ну я же не делаю ради там чего-то еще. Я делаю просто, это мой выбор. Мы себя так утешаем, обманываем, чтобы не было больно и обидно, что, ну, человек у меня же не просила, я же сама ей это делаю. Чё я буду человека упрекать? Мы себя обманываем, а этого делать не надо. Потому что, еще раз говорю, дружба должна быть двусторонняя. Если она односторонняя, эта дружба разрушится. И разрушится, как правило, с большим предательством, большим говномесом, большой грязью и так далее, и так далее. Двусторонние. Ты делаешь для человека, и человек для тебя старается, он тоже для тебя делает, понимаете? Не обязательно в денежном эквиваленте. Это не обязательно. Человек может сесть и написать, например, твои ритуалы, красиво их разложить. Человек может переживать о твоей жизни, человек может переживать о твоих делах, о твоем имени, дорожить тобой, уважать тебя, хотеть тебе делать добро, да, заступаться за тебя и так далее. Она должна быть двусторонней. Если вы чувствуете, что ваша дружба односторонняя, порвите. Как бы вам ни было и больно, и неудобно. Как правило, нам неудобно, нам стыдно. Вот человек у нас своровал что-нибудь, да, нам неудобно сказать человеку, ты знаешь, я тебя подозреваю, по-моему, ты украла у меня чего-то. Нам неудобно, представляете? Вору удобно у нас свистнуть, а нам неудобно сказать, да ты воровка, я чувствую, но не мог никто, кроме тебя, брать. Мы с тобой вдвоем здесь были. Нам это неудобно сказать. Когда свистнули кольцо моей мамы в студенческие годы, Светлана некая, я знала, что это она, но я чувствую, ну как, ну откуда, куда он, испарилось кольцо. Я сняла, положила на подоконник в ванной, пошла искупалась, вышла, забыла, что там кольцо. Через некоторое время спохватилась, пошла туда, нет кольца. Мы с ней были вдвоем, никто не выходил, никто не заходил. Кто украл кольцо? Она. Другая на моем месте, вообще нормальный человек, взяла бы и сказала, или отдаешь кольцо, или сейчас иду в милицию написать заявление. Прямо сейчас. Она бы отдала. Я постеснялась ей сказать, что она у меня украла, и что я чувствую, что это она, что я ее подозреваю. Представляете? То есть она не постеснялась у меня украсть открыто так прям днем. А я постеснялась. Это было огромное, красивое янтарное кольцо. Я до сих пор помню. Я так ее любила. Оно такое большое было и необычной вот формы. Это моей бабушке и бабушке потом маме. Я потом услышала, что у нее мать попала в больницу. У них там потом сгорела там конюшня, что ли, у них кони были. Она заплатила очень сильно. Очень хорошо заплатила за это. Но мне-то что от этого? Как говорят, мне ни жарко, ни холодно. Нет, конечно, не вернула, что ты. Я там заплакала, я сказала, Свет, я кольцо потеряла. Она, ну не переживай, мы поищем, если я найду, я тебе дам. Конечно же, я тебе скажу.
Нет, конечно. Я потом узнала, что она у одной бабки пенсию своровала, тоже ходили, разбирались. То есть у нее это было. Но я чувствовала, что это она. Я поняла, что это она. Но мне было неудобно сказать. Отдай мое кольцо, сука. Вот не надо это делать. Не надо становиться жертвами своей воспитанности. Это глупо. Это очень глупо, потому что наглые люди этим хорошо пользуются. Все, дорогие друзья, лекция закончена. Я пошла, потому что мне еще нужно очень важный ритуал провести. И после этого я, наверное, приберусь дома. Через некоторое время с этим товарищем выйду, погуляюсь и так далее. Да, нам бывает стыдно, но почему-то ворам не стыдно у нас воровать. Им не стыдно прямо. Они считают, что это нормально. А нам стыдно сказать, отдай мое. Вот поэтому мы так и живем. Вот мозги надо включить нам, пора. Все, всем удачи.